Друзья мои, привет! Сегодня у нас на распаковочке очередная новинка от Traxxas. Недавно у нас был нашумевший грозный X-Max, а сегодня у нас Traxxas Eitan. Квадрокоптер, не такой, конечно, нашумевший, но данный квадрик якобы сочетает в себе квадрик для съемок, квадрик для быстрых полетов и квадрик для экспертов, для профессионалов, которые хотят полностью оторваться на нем. В комплекте мы получаем наклеечки. Видимо, это вот и есть эмблема фирменная Eitan, потому что ни на одном другом продукте Traxxas нет такой эмблемы. Не видел. Так, наверное, гарантийный талон. Инструкция. Тоненькая, но очень все четко расписано, иллюстрировано и цветная. Да, Traxxas любит делать такие инструкции. В принципе, по ним понятно. Еще бы на русском языке вообще было бы идеально. И еще какая-то инструкция. Тоже с картинками. Но не цветная. Вот. Но здесь тоже про установку подвеса идет. Там, наверное, режимы, а здесь уже про установки всякого прочего идет. В комплекте мы получаем запасные винты. Пригодятся, особенно для экспертов, которые умеют летать, да? Которые будут падать. И сам квадрик. Вот такой вот квадрик с бесколлекторными моторами. Имеет подсветку. Подсветка вроде как реально очень мощная. И можно без проблем летать на нем ночью. Посмотрим, кстати. Интересно на эту подсветку. Я думаю, она реально должна быть яркая. Также в комплекте получаем аппаратуру управления. Типа хабсановская, да? Точно такая же, похожа очень, но с многими настройками внутри. То есть он у нас имеет режимы, он у нас имеет GPS. Сейчас мы посмотрим, какие там режимы есть у нас. Подвес с демпферами для GoPro-шки, но сами понимаете, что с таким подвесом вы особо толком ничего не наснимаете, вибрации в любом случае будут, эти демпферы не помогут. Вам потребуется нормальный 2-3-осевой подвес, и тогда можно будет полноценно что-то поснимать. Так, наш ключик, винты, наверное, да. Батареечки для аппаратуры, мизинчиковые, зарядное устройство, вот такое большое. Заряжает 2- и 3-баночные аккумуляторы. Аккумулятор на 3000 мАч. Такие вот ноги, собственно, будут ставиться, да, шасси наши. Посмотрим. Где-то должны быть винты. Винты, наверное, там для них. Так, и провод для нашей зарядки. Все, проверим. Все. Больше там ничего нету. Так, и, значит, что касается режимов данного квадрика. Сейчас уберем вот так вот. Значит, во-первых, он пишет логи, то есть вы можете сохранять и потом подключить microSD карточку к компьютеру и посмотреть логи полета. То есть все записывается. И 3 режима полета. Значит, первый режим Film Mode. По идее, квадрик должен быть стабильным, висеть на месте с GPS, имеет автовзлет и возврат домой. То есть это все есть. За эти деньги, грубо говоря, он стоит там $400, если в долларах говорить, плюс доставка. Он умеет, значит, летать как съемочный квадрик, да? Изначально мы получаем вот такой вот подвес. Для GoPro-шки или какую-то камеру другую там повесить можно. Дальше. Спорт-мод идет у нас. Здесь, видимо, он становится очень быстрым, летает быстро, делает флипы и уже, наверное, не такой стабильный, как в этом режиме. То есть не висит там с GPS, не висит на месте с помощью GPS. Посмотрим, то есть по этому режиму. И эксперт-мод. Есть некий air-brake, то есть воздушный тормоз. Не знаю, как это действует, что это такое. Интересно посмотреть. И чем, я пока не могу понять, чем отличаются эти два режима. То есть спорт и эксперт мод, не знаю, то есть флипы-то он делает и там, но, видимо, расходики, может, меняются очень сильно. Не знаю, то есть посмотрим. Так, и что мы имеем? Здесь у нас сзади есть индикация, то есть включение квадрика, спутники, дом, видимо, запомнил, не запомнил, и еще какое-то предупреждение. Посмотрим. И на аппаратуре тоже есть, наверное, такая индикация. Надо будет посмотреть. Включим, будет видно. Так, это сюда, это сюда. И, друзья мои, если вы все-таки хотите летать в фильм-моде и нормально снимать, не использовать вот этот вот штатный подвес для вашей камеры, вы можете приобрести отдельно, либо купить полностью комплектацию данного квадрика с этим подвесом. С штатным, скажем. Не штатный, а с подвесом, который предусмотрен для этого квадрика, тоже от Traxxas.
Значит, вот так вот он выглядит. Там у нас есть инструкция тоже, такая маленькая только инструкция. Мы потом ее посмотрим. Подходит для GoPro 3, 3 Plus и GoPro 4. То есть вот сюда вставляется либо каких-то аналогичных камер по размеру, да, если китайцы там выпускают какие-то клоны. Подключается все просто плюс-минус, и больше ничего здесь не нужно. Внизу есть кнопочка настроек. Нужно будет тоже разобраться, что можно настроить. То есть здесь угол можно изменить, видимо, наклона. Ну, видно будет. То есть посмотрим в инструкции. И минус, конечно, то, что этот подвес двухосевой. То есть нету третьей оси, то есть при резких поворотах не будет компенсировать вот этот вот третья ось, этот моторчик, который сверху стоит, который используется как бы, ну, те же фантомы уже идут изначально с трехосевым, да, трехосевой все-таки будет лучше в этом плане, но этот квадрик все равно не, я бы его не рассматривал как замена фантому и полноценно там снимать. У него нет таких фишек, как у фантома. То есть он сочетает в себе так, чисто любительски поснимать что-то для себя, и можно полностью на нем оторваться и полетать. То есть он должен быть реально веселым. Бесколлекторные моторы. Здесь вам не коллектор, которые стоят на том же Latrax Alias от Traxxas. Поэтому здесь должно быть все намного серьезней. Плюс здесь есть GPS, автовозврат домой. Друзья мои, значит, есть также приложение. Приложение у нас называется... Где-то я нашел его. Приложение есть, и мы там можем залезть в настройки данного квадрика. Собственно, давайте мы сейчас это и посмотрим, что за приложение и что там можно этим самым настроить. Время полета на штатном аккумуляторе 3000 мАч нам обещает 20 минут. В принципе, неплохое время. За это время можно реально нормально полетать, поснимать. И то есть 10 минут полетали, поснимали, потом сняли подвес и все прочее, и оторвались уже по полной в каком-нибудь спорт или эксперт моде. Да? Так, значит, давайте посмотрим, что он у нас с помощью приложения можно настроить. Посмотрим на его подсветочку. И потом в следующей части мы на нем полетаем, попробуем все режимы, попробуем поснимать на этот подвес. То есть полноценно попробуем оценить данный квадрик, насколько он веселый, насколько он хорошо снимает и насколько здесь нету никаких вибраций в штатном подвесе, которые можно приобрести отдельно, можно купить такую же комплектацию, друзья мои. Давайте посмотрим. Так. Значит, скачиваем себе приложение, линк Traxxas Flight Link, называется, есть на андроиде и на всяких айфонах и айпадах. Включаем аппаратуру нашу, да? Подключаем батарею. SD card not inserted. Connection established. Active mode. Standby mode. Тетка там болтает, все какие у нас моды здесь есть. В общем, коннект происходит без проблем. То есть здесь мы сразу вбиваем вот connection, нажимаем, он здесь connected. Значит, home есть. Здесь про прошивку нам говорится. То есть нужно обновлять ее, не нужно. В общем, я ее обновил. Прошивка обновляется очень просто. Берем microSD карточку, скачиваем на нее прошивку с сайта Traxxas. 2 винтика откручиваем, вставляем в верхнюю плату. Включаем квадрик. Буквально прошивка длится, не знаю, секунд 20, наверное. Квадрик полностью прошивается. И вытаскиваем карточку. Все. То есть прошивка у нас устанавливается. И нам доступно... Сейчас вернемся здесь. И мы можем здесь посмотреть. Здесь у нас есть данные различные. И самое важное... Куда там? Забыл. Home, вот, Control Settings. Вот, то есть здесь Flight Mode, да, давайте смотреть, что здесь. Max Speed, Max Rudder Rate. Мы можем установить проценты. То есть мы ставим скорость поворотов по рудеру, мы ставим максимальную скорость. Смотрите, летает классно. То есть максимальная скорость вот здесь вот 22 мили в час. Это Film Mode у нас идет. Дальше Sport Mode. Максимальный угол наклона идет. Мы можем до 75 градусов, друзья мои. Но не видел я, чтобы какой-нибудь квадрик такой стоковый летал, только такой 3D-шный, если. Так, и по рудеру, то же самое.
Вот 100 градусов вообще будет бешеный, просто, в общем-то, под себя настраиваем. Эксперт мод. Здесь мы делаем флипы. Так, максимальное количество, да, получается. Скорость тоже. Да, значит, скорость он. Вращение. Прикольно. И по рудеру тоже. Так, это у нас лимиты 500 футов, радиус действия и высота 400 футов. Высота максимальная стоит. Здесь мы можем до 1000 футов сделать. Ну, в общем-то, далеко мы на нем не улетим без FPV. Возврат домой. Высота возврата домой идет. Можно поставить повыше, чтобы вернулся и, допустим, все деревья облетел. Да? Ставим 100 футов. И калибровка. Это мы сделаем в поле. Здесь у нас level, акселерометр и компас. То есть, ну, компас мы в любом случае делать будем в поле. Поэтому все делаем там. И подсветочка. On-off. Ну, подсветку можно на аппаратуре также включить-выключить. Прикольно. Прикольно, что можно сделать даже это здесь. Вот, собственно, все. Вот так вот у нас здесь настроечки есть квадрика. Мы можем под себя его полностью настроить. Все режимы. Здесь у нас говорится о том, что это, какая версия и прочее. Ну, круто. Мне нравится. И очень понятная программа. Реально, даже хоть на английском языке, но она понятная. Вот. И здесь у нас на аппаратуре есть небольшой экранчик, да, мы видим заряд аккумулятора нашего квадрика, заряд нашей батареи, аккумуляторов в аппаратуре, значит, и здесь мы меняем режимы. Ну, в общем-то, здесь я еще не разобрался. По-моему, так или не так. Ладно, друзья мои, посмотрю инструкцию, уже в поле будем. Я посмотрел вкратце, но, в общем-то, я так понял, все просто, режим переключается, и это сделать очень легко. Вот. Но, главное, надо его поднастроить еще под себя будет, то есть полетать в некоторых режимах, посмотреть, где-то увеличить максимум наклона, где-то увеличить скорость поворотов по рудеру и прочее. Вот. Ну и подвесик я уже подключил. То есть GoPro 4 сюда встает как в штатное место в свое, именно под нее и сделано. Поэтому сначала полетаем, поснимаем. Все экспертные режимы, эксперт, спорт мод будут потом, потому что есть вероятность разбить квадрик. И я вам тогда не покажу, как он снимает, как у нас подвес отрабатывает, грубо говоря. Да? Так что сначала мы полетаем медленно, чисто посмотрим его в фильм-моде. Но это все будет в следующей части, друзья мои. Понравился квадрик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите новый выпуск с Эйтоном, в смысле. Всем пока.